Почти у всех северных народов в традиционных хозяйственных промыслах почетное место занимает рыбная ловля. Это занятие известно людям многие тысячи лет и по сей день является важной частью культуры и быта аборигенов Севера, и не только на Ямале, но и на Сахалине, в бассейнах рек Обь и Амур в Камчатско-Охотском регионе. Ненцы в основном ловят рыбу сетями и неводом, чтобы обеспечить свои семьи продовольствием на долгое время. При традиционном способе рыболовства на невод устанавливали деревянные или берестяные поплавки. Грузилом служил камень или кусок рога оленя. Ставили такие сети на мелководной неширокой речке. Оседлые ненцы применяли и другой способ. Они перегораживали русло специальным запором, который плели из прутьев. В ограждении оставляли отверстие, закрытое мордой, гимгой. Кочевниками такие приспособления не использовались. Северные народы пользовались разными видами сетей. Например, четырехугольная сеть сверху имела поплавки, которые удерживали ее на плаву, а к нижней части крепились грузила. Фиксация мешкообразных сетей осуществлялась с помощью обручей. Такие сети еще называли мережи. Ставная сеть использовалась круглогодично при помощи шеста, на котором она была закреплена. У амурских народов в подледной рыбалке пользовалась популярностью анга – сеть мешкообразной формы, которая устанавливалась с помощью специального длинного крюка. Для оповещения использовали гибкий прут, его втыкали в снег. От прута шел шнур, с помощью которого контролировался процесс. Шнур соединялся с сетью, и колебания прута сигнализировали о том, что рыба поймана. Можно доставать сеть и выбирать улов. Одним из видов анга является хэру – 6-метровая шесть, которую применяют уличи и нанайцы при охоте на касатку. Плавная сеть использовалась несколькими способами. Один рыбак в лодке мог тянуть сеть за собой на буйках. Если рыбачили на двух лодках, то растягивали сеть между ними и двигались против течения. Также рыбак мог плыть на лодке, а его помощник идти пешком по берегу, держать сеть в руках. Немцы придумали более интересный способ. Рыбак шел вдоль берега, держа один конец сети, а другой был опущен в воду. Сверху крепился поплавок из бересты, заполненный жидкостью. Для уменьшения скорости движения подводной части увеличивали количество воды в поплавке. Если говорить о других способах рыбной ловли, то северные народы также используют острогу. Правда, в основном для охоты на морских животных, вроде тюленей и нерп. Острога представляет собой длинную палку, обычно с несколькими острыми наконечниками, которые снабжены зазубринами, чтобы рыба не соскальзывала, и бывает двух видов. Первая для метания, вторая острога ударная. Если с ударной острогой все понятно, то метательную стоит разобрать подробнее. Метает острогу на расстояние до 8 метров. При попадании в добычу наконечник отсоединяется, а основание из дерева превращается в поплавок. Затем рыбак достает пойманную добычу и добивает ее специальным приспособлением – колотушкой. Насколько суровой не считалась бы ямальская тундра, а человека она прокормить всегда сможет. Основным источником пищи здесь является рыба и мясо. Жители других регионов страны, попробовавшие то, чем постоянно питаются ненцы, были шокированы их традиционными блюдами, многие из которых включают в себя сырое мясо. Но с особенным трепетом на Ямале относится к рыбе, которую ловят здесь испокон веков. Ее употребляют в пищу как сырой, так и в виде пятиминуток, когда рыбу короткое время выдерживают в соленой воде. На протяжении всего лета рыбу заготавливают на предстоящую зиму,
когда на столах у ненцев появляется строганина. Свежемороженая рыба предварительно очищена от кожи и шелухи и наструганная тонкими кусочками. Хотя ненцы чаще применяют метод рубанины, когда мороженую рыбу просто разрубали на куски обухом топора. Так легче и быстрее. Для всех северных народов характерно приготовление юколы, вяленой на солнце рыбы. На Ямале такая рыба называется юрик. Для ее приготовления свежевыловленную рыбу очищают и разделывают. Голову, кости и внутренности выбрасывают, оставляя лишь боковую часть и хвостовую перемычку. Затем куски надрезают в поперечном направлении и вешают на палках или нартах на летнем солнце, или прямо внутри чума, где юрик получается подкопченным от дыма очага. Также ненцы не брезгуют рыбьим жиром. В него макают лепешки и рыбу. Получается питательно и полезно. Пища у народов Крайнего Севера всегда пользовалась уважением. По этому поводу существует большое количество примет, связанных с едой. Например, нельзя доедать за пожилыми, обязательно заболеешь. Нельзя смеяться над тем, что кушаешь. Если кусок упал со стола, его нужно кинуть к очагу, потому что умершие хотят кушать. На Ямале каждый год фиксируется множество нарушений относительно незаконной рыбной ловли. Ущерб от такой деятельности может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Добытую незаконным способом рыбу вывозят тоннами, что наносит непоправимый ущерб экономике региона. С целью сохранения популяции рыб власти Инао вводят различные ограничительные меры. Деятельность браконьеров может стать причиной полного исчезновения многих видов рыб. Уже сейчас нельзя отлавливать такие разновидности, как нельма, муксун и осетр. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подпишитесь на наш канал. Впереди еще много интересного о Крайнем Севере и не только.